корейский десерт на рисовом вине. И начинаем мы с того, что делаем для него тесто. Нам потребуется клейкая рисовая мука в объеме 200 грамм. Мы должны будем ее просеять через сито. Помогайте муке проходить через сито, вот так вот перетирая руками. И затем мы должны будем в просеянную рисовую муку добавить обычную пшеничную муку, около 20 грамм. И также просеиваем ее через сито. Затем добавляем сахар 35 грамм и соль 2 грамма. Мы должны будем сначала развести сахар и соль теплой кипяченой водой в объеме 10 грамм. Растворяем сахар и соль и заливаем в муку. Затем мы должны будем добавить корейское рисовое вино макколи в объеме 30 грамм. Мы можем использовать его для того, чтобы собрать остатки сахара. И также все это мы заливаем в муку. Для начала, чтобы замешать тесто, лучше всего использовать ложку деревянную, или же можно сделать это спатулой. Затем для замешивания мы уже переходим на руки и замешиваем это тесто точно так же, как обычное. Оно будет по сравнению с обычным тестом из пшеничной муки казаться немного тверже, и нужно будет приложить немного больше усилий для того, чтобы его замесить. Продолжаем замешивать до однородной массы теста и до некоторой его мягкости. Но еще раз повторю, что это тесто будет по своей, так сказать, структуре гораздо жестче. Делаем комок из теста, когда его замешали, и накрываем дышащей тканью и отставляем пока в сторону. Теперь мы должны приготовить сироп-глазурь. Нам понадобится небольшая кастрюлька, вода или яблочный или грушевый сок в объеме 80 грамм. И затем мы добавляем сироп. В Корее используют зерновой сироп. Нам потребуется сироп в объеме 1 стакана, где-то около 150 грамм. Я использую такой сироп. И также мы закладываем туда имбирь в объеме 20 грамм, свежий имбирь. И должны мы кипятить все это на медленном огне около 2 минут. Затем добавить 2 столовые ложки меда и полностью остудить. Возвращаемся к тесту. Перекладываем его на какую-нибудь доску, чтобы удобно было раскатывать. И должны мы будем его сначала раскатать в вытянутую форму цилиндра. Не нужно делать это слишком тонко, просто так нам будет удобнее отрывать от теста равномерные комочки. Затем мы должны будем скатать шарики и сделать формы 3 см шириной и 1 см высотой. При этом мы должны будем сделать вот таким вот образом, используя большой палец, немного надавливая, но не сильно, некоторые углубления, и при этом вращая форму, придавая ей округлость. Давайте посмотрим еще раз. Мы отрываем кусочек от теста, скатываем шарик, делаем форму 3 см шириной, 1 см высотой, большим пальцем делаем некоторые углубления и одновременно вращая придаем округлую форму. Затем мы должны будем сделать во всех этих формах будущих пончиков дырочки. Очень удобно для этого использовать азиатскую палочку для еды. Вы просто в середине, там где мы сделали углубление, протыкаете пончик насквозь вот этой самой палочкой, делая дырочку. Для чего нужна эта дырочка, вы узнаете позже. У нее будет очень много, так сказать, применений в процессе приготовления этого блюда. Затем мы нагреваем растительное масло, где-то около 500 мл. Зависит от того, как нужно, чтобы пончики плавали в масле, поэтому форма должна быть глубокая. Чтобы проверить, нагрелось масло или нет, достаточно опустить туда палочку для еды, и если увидеть, что пузырики начали подниматься, значит масло нагрелось, и мы можем закладывать пончики. Делаем мы это таким образом. Как я говорила, эта дырочка будет очень полезной. Просто насаживаем пончик на палочку и закладываем его
масло старайтесь не повредить, максимально не повредить форму пончиков. И когда мы закладываем в масло, мы должны будем все время вот так вот, используя опять же таки эту дырочку, насаживая пончик на палочку, его немного двигать, чтобы он не прилипал к дну и бокам той формы, в которой мы кипятим. Когда пончики станут светло-золотистого цвета, мы их вынимаем для того, чтобы снова нагреть масло, потому как оно в процессе жарки уже немного остыло и потеряло свою температуру. Поэтому, вынув пончики на железное сито, мы еще раз нагреваем масло и затем, нагрев его, опять жарим пончики уже второй раз. И жарим мы их до достижения золотисто-коричневого цвета. И тогда мы вынимаем их и кладем на железное сито для того, чтобы излишки масла, которые есть на пончиках, чтобы они стекли. Затем мы должны будем погрузить пончики. Кстати, некоторые пончики могут немного потрескаться, но такое бывает, не обращайте внимания, глазурь скроет эти дефекты. И мы окунаем пончики в сироп-глазурь, чтобы покрыть их ею сверху. Я советую не просто их окунуть и вынуть, а подержать хотя бы каждый пончик минимум 5 минут, для того, чтобы он пропитался и стал более мягким. А если подержать 30 минут, то они тогда просто могут начать буквально таять у вас во рту. Но это уже дело вкуса. Кто-то держит 5 минут, кто-то 30 минут. В один раз приготовите, попробуйте и узнаете, как вам лучше. Затем их пончики нужно вынуть из сиропа и положить на железное сито, так чтобы они друг друга не касались, чтобы с них стекли излишки сиропа и сироп-глазурь немного схватилась на поверхности. Затем мы должны просто красиво засервировать. Тут уже, как говорится, дело вашей фантазии. Конечно, лучше их располагать на некотором удалении, потому что они еще все-таки могут друг к другу прилипнуть. И последняя ступень – это декорация. Мы берем тыквенные семечки, кедровые орехи и китайский финик джуджуби, который мы просто нарезаем тонкими палочками, соломками. Вот так вот он выглядит, но вы можете использовать что-то совершенно абсолютно другие, даже, например, свежие какие-нибудь листья, например, от лимона или мандарина, которые вы купили, и там оказались листья. В общем, дело вашей фантазии. И вот таким вот образом мы в дырочку их закладываем, чтобы это стало похоже на яблочко или же мандаринчик. И получаем необыкновенную красоту. То есть это блюдо, оно не только очень сладкое и очень вкусное, оно еще и вот такое вот интересное и красивое. И не просто так, потому что в Корее традиционно, вот эти традиционные корейские пончики готовят на церемонию бракосочетания. Вот, и поэтому они вот олицетворяют вот такое вот, можно сказать, олицетворение сладкой супружеской жизни. И, конечно же, вкуснее всего есть пончики эти с чаем, но можно и с кофе. Тут уже, как говорится, дело вашего предпочтения. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!